Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Прямо сейчас на связи Андрей Рева. Андрей Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад видеть. Да, взаимно. Ну что, гости высокие. Прям каждый день какие-нибудь гости. Ну, понятное дело, форум первых леди и джентльменов, 10-11 число. Примечательно, что даже после него, да, вот к нам заезжает министр Польши Сикорский. А вместе с ним, о чудо, Гарри с необъявленным визитом. Принц который. Вообще, конечно, вот этот вот уровень гостей последних вот этих событий, он как-то, ну вот, не поневоле думаешь, что к чему-то все идет, да, вот так вот собирает банковая друзей и всех, кого может собрать, причем в Киеве. Примечательно, что именно Сикорский отверг версию о том, что беспилотники залетели случайно. Об этом, в принципе, и Трамп говорит. Ну и, понятное дело, в общем, совместного польско-российского расследования, что произошло, в общем, никто абсолютно не проводит. Как вы думаете, что-то изменили эти дроны в Польше? И как вот все-таки отнесетесь к визиту принца Гарри, который такой необъявленный? Ну, Гарри сегодня находится вне большой политики, даже вне королевской семьи. Он, знаете, такой более как отверженный тип. Он пытается сейчас, как мне кажется, мне представляется, пойти по стопам принцессы Дианы. Вся ее мировая популярность была построена на конфликте с королевой Елизаветой II. И Диана формировала образ женщины, которая не будет подчиняться каким-то ритуальным правилам английского двора. Королева требовала от них определенного этикета, определенного поведения. Это накладывало серьезные ограничения. Диане это не нравилось. Но в конце концов мы видим, что она не очень-то любила своего мужа. И в конце концов это закончилось тем, что она ушла. Вот. Далее она вела активную большую общественную работу. Симпатии были на ее стороне. Она там и боролась со СПИДом, и с голодом и так далее. Параллельно у нее были хорошие отношения, скажем, с Доди Альфаедом, знаменитым египетским миллиардером. В общем-то, и погибла она в машине вместе с ним, когда их преследовали папарацци. Сегодня принц Гарри, который оказался вот вне английского королевского, британского королевского двора, ему ведь тоже надо жить на что-то, правда? Ну да, книжку он там написал. Вот. Но согласитесь, этого мало. Это же серьезные расходы. Поэтому Гарри Подождите, тоже подождите, занимается. подождите. Вы намекаете, что мы просто знаем эти истории. Там о них рассказывали разные персоны, которые говорили, что приедешь в Киев, тебе гонорар, напишем столько, отдадим на руки столько. Вы думаете, что Гарри как бы проплатили? Я не знаю. Я просто хочу сказать, что он зарабатывает деньги. А как он их зарабатывает? Ну, путем общественной работы. С кем он контактирует, кто ему платит, это вопрос уже менее важный. Важно то, что он пытается привлечь к своей личности внимание. Вот в Киев он приехал для того, чтобы вот лишний раз о нем написали и сказали. Дадут ли ему денег? Это вопрос такой интересный, но вряд ли кто-то, ну кто же скажет правду? Может, учитывая то, что наш офис очень любит блогеров, которые имеют позитивный менталитет по отношению к величайшему политическому деятелю современности, я цитирую сейчас господина Подоляка, в то время, когда он еще был более откровенен, он даже фамилии называл. Те, кто работает на офис президента и которых они материально поддерживают. Вот. И сказал, что мы со многими работами, я вот сейчас, когда анализирую информационное пространство наше, да, украинское, то я вам скажу, это видно. Вот как мы, как, знаете, как раньше темники они рассылали там, и требовали исполнения. Но люди были не заинтересованы, поэтому информацию сливали. А эти молчат, они выполняют темники. То есть почему? Они нашли, очевидно, ключи к сердцу наших украинских блогеров. Причем многие из них, ну я так на них смотрю и получаю, знаете, колоссальное удовольствие. Я не такая жду трамвая. О чем вы говорите? Я очень независимый блогер. И пишет одно один в один то, что пишет рядом зависимый блогер, который не скрывает, что он работает на офис президента. Ну, как-то так, понимаете? Ох, зависимость это, конечно, такая штука. Так что по дронам? Теперь по дронам. Теперь по дронам. Ежу понятно, что это была разведка боя. Тут не надо никаких абсолютно иллюзий питать. 12 сентября начинаются учения.
Запад 2025. Российская армия развернута в Беларуси. И, естественно, они решили прощупать систему противовоздушной обороны Польши, в том числе НАТО. И второе, посмотреть на реакцию союзников на практическое нарушение статьи 5 Вашингтонского договора. Потому что это, в общем-то, атака. Как бы там ни говорили, скажем так, обратное. Путин перестраховался. Летели герберы, летели не шахеды. Герберы не несут боевой части. То есть, грубо говоря, это дрон, скажем так, который является ложной целью для системы ПВО. Поэтому даже если он там упал, он там по большому счету не нанесет такого ущерба, который мог бы нанести, например, шахед. И всегда можно заявить, что ну, полетели. Кто его знает, может, это украинский рэп сработал. Белоруссия на всякий случай даже проинформировала Польшу, что вот пролетают через нас, не справляемся, пожалуйста, там реагируйте. И что показал этот рейд? Рейд показал первое, что против дронов система противовоздушной обороны Польши и Европы абсолютно беспомощна. Потому что сама система ПВО заточена на борьбу с самолетами и крылатыми и баллистическими ракетами. Это достаточно большие воздушные объекты. Они обнаруживаются радиолокационными станциями, и они сбиваются либо реактивной авиацией, либо зенитно-ракетными комплексами. Когда летит вот такой комарик небольшой, возникает эффект, я его для себя лично называл эффектом Руста. Вот все же возмущались о том, что Руст пролетел через территорию Советского Союза абсолютно спокойно, где действовала система ПВО, и сел в Москве. Матиас Руст. Это был 1987 год. Было возмущение, и сняли министра обороны, и сняли главнокомандующего войсками противовоздушной обороны. Хотя никто не задался вопросом, а, собственно говоря, что произошло. Руст, легкомоторная Cessna, там, извините меня, металлических поверхностей очень мало, значит, отражающая поверхность очень маленькая. Летел он на небольшой высоте, летел со скоростью гораздо меньше, чем летает реактивный самолет. Вообще можно было за птицу принять или за стаю птиц. Поэтому просто система ПВО не заточена была для обнаружения и уничтожения подобных летающих объектов. То же самое сейчас показали вот этот пролет Гербер в Польшу. Ну, слушайте, ну подняли они авиацию НАТО. F-16, F-35, АВАКС, заправщики. Лупили по этим герберам несчастным. Там стоимость этой герберы $10 тысяч. А лупили ракетами АМ-9Х, хотя говорят, что АМ-120. Общая стоимость, значит, там получалась где-то в районе $3 миллионов. Соотношение, значит, объекта, который надо было поразить, и средств поражения разница 280 раз. На секундочку. Ну так это 4, и при всем при том из 19, за разными оценками, кто-то говорит 20, 23, из 19 воздушных объектов было поражено 4. 4. Остальные поражены не были. Они сами там где-то падали. Ну, смотрите, тут же тоже можно Марк Рютте, сказать. я прошу прощения, Александр, я закончу. Марк Рютте заявил, что мы показали, что мы способны защитить небо. Но анекдот и трагикомизм ситуации заключается в том, что сбив 4 из 19, я беру такое наименьшее соотношение, все-таки пролетела эта Гербера и ударила в дом польского крестьянина. Слава богу, люди остались живы, но, значит, ударило оно по крыше. И там видно, что разрушение в этом доме все-таки есть. Там же, смотрите, давайте будем, ну, смотрите, два просто нюанса очень важных, я считаю. Нюанс первый. Просто поляки и европейцы с таким не сталкивались, ну, я имею в виду массово, там, то, что там залетало, действительно, и в Румынию, и в Польшу, уже там провели подсчеты, около 60 раз, то есть, ну, 60 объектов за все время вот этой войны российско-украинской попадало на территорию, ну, других государств. Но тут же, понимаете, они же еще, у них нет еще таких спикеров ПВО, которые пишут, что все сбили. Понимаете, они еще не умеют так. Поэтому, ну, вот такой как бы показатель, вот мы видим реальный, при всей мощи, при всех затратах, при всех деньгах. И еще один момент, это очень важная ремарка. Смотрите, многие пишут о том, что летит эта Гербера, у нее топливо просто закончилось, и она вот упала навзничь
некоторые целые попадали. То есть сказать, что там кто-то планировал какой-то удар, это просто разрушение от падения объекта, ну да, вот непосредственно в хату польскую. Поэтому тут как бы тоже такой момент. Управляли, не управляли, сейчас в этом загадка политическая. Но мы уже видим, что двое суток прошло, ну все, да, то есть 4 статья, 5 статья, в общем, как бы все как-то вот отпочковались, кто как к этому относится, и непонятно, что будут предпринимать дальше. Ну, смотрите, во-первых, Министерство обороны России, оно тупое. Оно заявило, что вообще-то это не мы, потому что дальность полета Герберы 700 километров. Дескать, она не могла долететь до Польши. Но по факту, даже те, которые обломки лежат, они показывают, что это летела Гербера. Если у вас Гербера летит 700 километров, значит, она теоретически не могла долететь до Польши, если вы не поставили дополнительные баки. Если вы поставили дополнительные баки, значит, вы планировали, что она полетит дальше. Это логика подсказывает. Момент второй. Да, она не была снабжена боевой частью. Значит, не планировалось попадание куда-то. Задача была просто пролететь на территорию. Естественно, это хата польская. Я сомневаюсь, что она была целью для удара Гербер. Не было этого. Задача была вот пролететь и просмотреть. Это вот чисто, говорю, разведка боем. Посмотреть на то, как действует система ПВО. Раз. И второй, как действуют союзники. Два. Что увидел Путин? 3 года идет война. Все же прекрасно знают о том, что это война дронов. Какие решения новые были приняты для усиления противовоздушной обороны Европы? Никаких. Вот эта атака показала, что старые протоколы действуют, старые системы защиты от воздушных целей, которые неэффективно работают против дронов. Результат это подтвердил. Но важнее другое. Важнее то, как отреагировали страны НАТО на вторжение в воздушное пространство Польши. Ведь есть 5 статья Вашингтонского договора. Нападение на страну-член Альянса является нападением на весь Альянс, которое подразумевает военный ответ на агрессию. Обратите внимание, Дональд Туск, как человек очень умный, который прекрасно понимает, что единой позиции союзников по вот этому вторжению в Польшу нет, он заявил, это была провокация, это не был агрессивный акт, поэтому мы не ставим вопрос об активации 5 статьи. Мы ставим вопрос об активации 4 статьи. Она предусматривает консультации, если какая страна-член НАТО считает, что существует угроза ее суверенитету, территориальной целостности, безопасности и так дальше. Ну, вы же представляете, как НАТО обрадовалось. Ура! Не нужно активировать 5 статью, а вот консультироваться мы всегда рады. Подождите. Послушайте, это все, конечно, хорошо и прекрасно, но вам не кажется, что Украина, как опять вот эта бедная родственница, ее кинули. Александр, причем... можно я сейчас на секундочку просто отключусь, да? Я прошу прощения. Нет, давайте так. Украина как бы как бедная родственница выглядит. Смотрите, вот это вот Туск, заявление, там, Сикорский приехал в Киев, вот это все такие, все, в общем, бряскают оружием, поляки 40 тысяч под Запад 2025 отправили на границу войск. И тем временем заявили, что 43 миллиарда дадут Польше, на укрепление. 43 миллиарда. В то время, когда Украина недополучает 300 миллиардов до конца года на войну, об этом пишут экономисты. Понятно, статьи расходов другие, понятно, Польша – это страна ЕС, понятно, от кого она получит эти деньги. Но, тем не менее, мы видим, что условно, даже за 3 копейки условные, да, тут по сравнению с 43 миллиардами за один вот этот инцидент, а Украина вот ходит с протянутой рукой и дальше, и никто ничего не дает, потому что все оглядываются на Трампа, на Соединенные Штаты Америки. Слабые. Они показали свою слабость и нашли новый повод пилить деньги. Вот вам и европейцы. Давайте все-таки тогда с денежными единицами сначала разберемся, потому что наши люди не совсем правильно поймут соотношение 43 и 300. 43,7 миллиарда, которые получает Польша, это евро. По сегодняшнему курсу это почти 2 триллиона гривен. А нам не хватает до конца этого года 300 миллиардов гривен. То есть, условно говоря, в 6,5 раз меньше, чем получает Польша на укрепление системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Вопрос номер два. Европейский Союз не финансирует военные расходы Украины. Они дают деньги на поддержание гражданской инфраструктуры. Все, что мы тратим на войну, это то, что мы собираем наши налоги в Украине. И тут вопрос больше не к европейцам и не к американцам, а больше вопрос к нашему правительству. Потому что если оно способно тратить деньги на невоенные цели, такие как единый марафон, кэшбэк 15 миллиардов и так далее, то это говорит о чем? О том, что, ребята, у вас не хватает денег в армию, на войну. Пожалуйста, сокращайте свои хотелки и направляйте эти деньги. Европейцы все равно бы не финансировали войну в Украине напрямую, скажем, вооруженные силы и так дальше. Польша, да, она член Европейского Союза и НАТО. Она имеет прямой доступ ко всем этим фондам. Украина не является членом ЕС и НАТО. По большому счету у Европы перед нами и у НАТО никаких обязательств нет. И то, что они нам помогают, это уже хорошо. Мы считаем, что это недостаточно, но они могли вообще этого не делать, по большому счету. Потому что у них юридически обязывающих вещей нам помогать нет. Конечно, с моей точки зрения, Андрей Алексеевич, это понятно. Я просто хочу подвести к тому, что Зеленский заявил вчера. Говорит, ударили россияне или как бы запустили туда дроны для того, чтобы Европа не давала ПВО. Вместе с этим есть такой, ну это бывший, да, зам главы Пентагона, Стивен Брайан, он порталу Inside Hour, ну, в общем, поспрашивали его про это, да, вот эта 5-я статья, война, Россия, там, НАТО, вот это все дела. Он говорит, он считает, что упавшие в Польше беспилотники, они падали под контролем украинцев. Ну, он там в материале говорит по рэп, да, потому что взяли и рэпом туда перенаправили. Чтобы как раз-таки добиться больше оружия от НАТО. Вот сейчас такая, понимаете, логическая ловушка. То есть Зеленский говорит, отправили, чтобы европейцы испугались и поджали все ПВО. Другая точка зрения говорит, отправили, то есть русские туда не отправляли, это украинцы перенаправили, чтобы испугались и дали еще больше ПВО. Я вообще не понимаю, кто прав, а кто ошибается. давайте включим логику. Первое. Это я вам как специалист по противовоздушной обороне говорю. Летели дроны через Беларусь. Они же не с украинской территории пролетели в Польшу. Они летели через Беларусь. Для того ни одной мощной станции радиоэлектронной борьбы нет, которая смогла бы подавить систему наведения на герберах, которые летели через Беларусь. Это раз. И второе. А нахрена вы ставили дополнительные баки? Ну, подавила бы украинская, скажем, система РЭП, теоретически, как вы считаете, эту Ерберу. Ну, упала бы она в Беларусь. Она пролетела достаточно глубоко в Польше. Под Эльблонгом 500 километров нашли, извините меня, беспилотник. Поэтому вот эти все рассказы о том, что это Украина, и вони це хочуть когось втягнути, это все рассказы для бедных. Как только вы начинаете анализировать технические моменты во всей этой истории, вы сразу понимаете, нет, ребята, это вы подготовили эту провокацию. Вы проверяли готовность системы ПВО Польши и НАТО. Вы смотрели на реакцию союзников. Вы смотрели, насколько они будут резко отвечать и так далее. Я думаю, что этой разведкой боем Путин остался полностью доволен. Выявилась неэффективная система против дронов. Кстати, Урсула фон дер Ляйен сказала, что мы сейчас займемся созданием стены дронов. Под это полякам дали 43 миллиарда. И второе, учитывая все вот эти вот заявления, ну, литовский, извините, министр иностранных дел заявляет, нет у нас доказательств, что это было преднамеренный, значит, удар по Польше. Выступает словацкий Юрай Бланов, говорит, ну, вообще-то, хочется верить, что эти дроны должны были лететь по Украине. Ну, то есть, ошиблись, ребята, ну с кем не бывает. Значит, Орбан заявляет о том, что вот надо больше усилий к миру прикладывать. Выступил, правда, Макрон решительно осудил, сказал, что этого мы так не оставим. Выступил Вадефуль, министр иностранных дел Германии, сказал, что мы тоже. И все же посмотрели куда? За океан. А вот как будет реагировать главный союзник и гарант безопасности? Почему эта Россия атакует дронами Польшу? Ну вот, началось. Это реакция лидера мощнейшей страны мира. А сейчас он заявил о том, что это случайно, ну заблудились, с кем не бывает. Да. Вот представьте себе, что если бы Польша попыталась активировать 5-ю статью.
Они бы утонули в согласованиях и в спорах о том, что это было. Поэтому Туск, как умный человек, как опытный политик, сказал, это не было нападение, это была провокация. Поэтому мы не ставим вопрос о 5 статье, потому что если бы он поставил, то факт смерти НАТО был бы просто-напросто налицо. Они не могут прийти к общему Так что знаменателю. с ПВО? Логика Зеленского в чем? Вот как вы к ней относитесь? Логики у Зеленского давно нет. Он не понимает, что нам не нужны сейчас современные системы ПВО для того, чтобы сбивать дроны. Кстати, вы же не смотрите мой YouTube-канал, правда, Александр? Я ваш смотрю, а вы меня нет. Хотя я же вроде бы как не под санкциями в Украине. Вы можете спокойно смотреть без всяких вопросов. Да, ссылочку оставим в описании, друзья. Да. Да. Я просто вам хочу сказать, я вот когда ударили по Кабмину, я проанализировал причину, почему беспомощное ПВО Украины. И проблема украинской ПВО не в том, что у нас оружие нет. Помните, как вот Матроскин говорил? Средства у нас есть, у нас ума не хватает. Ну, слушайте, целый год наш величайший политический лидер современности не мог назначить командующего воздушными силами. То есть человек, ответственный за противовоздушную оборону Украины, отсутствовал год. Вы спрашиваете, а чем же он был занят? Ну, я понимаю, что у них сейчас весенний был чемпионат по теннису настольному, потом офиса президента. Сейчас осеннему готовится Владимир Александрович, ему некогда. Плюс, вы же понимаете, бицепсы, трицепсы. Выглядеть он должен тоже как мачо. Это же тоже много времени занимается, видосики записывает. Поэтому ПВО это дело десятое. Мне говорят, ну и что? Смотри, нет командующего, то есть исполняющий обязанности. А вот тут есть важный момент. Исполняющий обязанности не имеет прямого выхода на главкома. Верховного главкома. Что он общается с Сырским? Сырский главком Збройных сил. У него голова болит за что? За то, что дроны прилетели в Винницу или во Львов? Нет. Нет, за фронт. Да. У него, он, извините, на Донбассе наступает. Что он делает? Он забирает ПВОшников, отправляет их в пехоту. Кому пожалуется командующий, виконуючий обов'язки главкома повітряних сил? Некому жаловаться. У него забирают людей. Теперь дальше. За этот год россияне поставили турбореактивные двигатели на шахеды. И второе, они подняли их на 4-5 километров. Вот стреляет ЗСУ Шилка, там, допустим, или Гепард. Уже он не достает его на этой высоте. Плюс он летит быстрее. Значит, он что? Просто времени на реакцию, на реагирование не остается. И поэтому вот эти вот мобильные маневренные группы потеряли главное качество – мобильность. И плюс их количество уменьшилось. Ну как это могло не сказаться на результатах противошахедной работы? Я сам в Киеве наблюдал ситуацию. Среди бела дня летает, извините, вот это безобразие, и никто его не сбивает. Ну смотрите, Сырский же что нам говорил? На 4-м году войны он говорит, мы сделаем стену, вот это вот несколько эшелонов, насытим людьми, в общем, как будет замечательно, несколько колец обороны от дронов. Он прям как бы нарезал эту задачу и озвучил ее несколько дней назад. Смотрите, вот вы командующий воздушными силами, но вы не командующий, вы исполняющий обязанности. Вам ставят задачу. Но что требует эта задача? Я вот расписал это дело в своем видео. Оно не секретно, его можно посмотреть. Ну, нельзя из пушки стрелять по воробьям. Вот то, что сейчас делали поляки и натовцы, когда они по герберам лупили ракетами, которые там стоимостью миллионы долларов, да, вот этим вот несчастным хлопушкам. Для того, чтобы сбивать дроны, нужны не реактивная авиация, а нужна обыкновенная легкомоторная авиация. Ну, вот представьте себе, вылетает украинский F-16, и летит он, значит, в хвост шахеда. Шахед имеет маленькую скорость. Он начинает из пушки стрелять. Когда он в него попадет, непонятно. Ну, вот он в него попадает. Что происходит с шахедом? Он взрывается и разлетается на огромное количество осколков. И представляете, если расстояние небольшое для реактивного самолета, что происходит с реактивным самолетом? Он влетает в облако осколков. Это тот же эффект, который происходит при подрыве зенитно управляемой ракеты. И пилот гибнет вместе с самолетом. Это очень опасная история стрелять из реактивной авиации по шахедам. Это смертельный риск для жизни пилота. Теперь дальше. Если у нас есть легкомоторная авиация, берем там Л-39 чешский, либо там Як-52, учебный самолет, кстати, на котором летают курсанты Университета воздушных сил Украины, Эмбраер, там Тукана, бразильский, там два места.
в самолете. Летчик и инструктор. Вот у вас есть курсант университета воздушных сил Украины. Курсант последнего курса. Ему ж навыки пилотирования нужны? Нужны. Сажаете второго курсанта, либо, допустим, инструктора со стингером. Вы летаете, летит этот самый шахед. Вы пристраиваетесь к нему в хвост, у вас скорость приблизительно одинаковая, и захватывает, там тепловая головка самонаведения, стингер влетает ему в хвост, и, соответственно, этот товарищ падает. Он уходит, следующий начинает работать. Но для того, чтобы это сделать, нужно, закупить стингеры в достаточном количестве. Их перестали поставлять. Почему? Потому что российская авиация перестала летать к линии фронта. Мы его тут не достаем. Зачем нам стингеры? И вопрос второй. Легкомоторные самолеты нужно срочно закупать за границей. Кто должен это доложить верховному главнокомандующему? Он что, будет Сырскому это рассказывать? Нет, это надо Зеленскому рассказывать. Но Зеленский год занимается теннисом. Ему некогда. И вот когда прилетает шахед в Кабмин, он проводит совещание, Какой посвященное шахед? проблемам. О чем? Ух вы, вражина и псошная. Какой шахед? Показали, что там целый Искандер. Я Александр, просто в шоке был. Понимаете? Александр, Искандер и Вы в прибегает... школе физику изучали? Да Нет? я-то изучал. Я и школа... Давайте вот с вами сейчас людям объясним. И школа с золотой медалью. Но... Я тоже. Я в 83-м году, у меня послушайте. медаль крепче. Послушайте, но, Свириденко с селфи... Слушайте, это клоунесса. Это пример стюардесс. Так вот, физика. Людям объясняют. Смотрите, ребята. Вот летит ракета. У нее есть кинетическая энергия, когда она летит. Вот она, по идее, как нам объясняют, влупила в здание Кабинета министров Украины. Давайте, к чему равняется кинетическая энергия? Е равно МВ квадрат на 2. Правильно? Масса ракеты стартовая это 3800. 3800 килограммов, почти 4 тонны. Скорость ракеты маршевой, представьте себе, максимальная 2100 метров в секунду. 2 километра в секунду. Ну хорошо, это там, пока она там на этом участке. Теперь, когда она падает, да, у нее масса уменьшается. Но что мы имеем? Опять же, исходные элементы задач. 480 килограмм боевой части, не разорвавшейся. По факту есть, они же это подтвердили, правильно? Дальше. Двигатель есть? Есть. Баки, из которых якобы топливо разливалось? Есть? Есть. Плюс какое-то топливо. То есть, как ни крути, меньше тонны вот этой заразы не должно было прилететь. То есть, уменьшилось 4 раза тонна. А теперь представляете себе, вот камень весом в тонну падает со скоростью 300 километров в час. В квадрате умножаем. И вот он попадает в верхние этажи Кабмина. Какие должны были быть там разрушения? На секундочку. Теперь посмотрите на фотографию горящих. Там даже рама не вылетела. Рама не вылетела. То есть, куда ракета делась, ребят? Она каким-то странным образом оказалась внутри здания, но при этом не разрушила даже оконную раму. Так что принесли обломки? Я не знаю, но это пускай СБУ расследует. У них же там спецслужбы есть. Но то, что это абсолютный абсурд, это же видно. Это даже то, что вы показали, говорит о чем? О том, что либо вы нас идиотами считаете, либо вы сами идиот. Да никакой там ракеты близко не было. Это ежу понятно. Картина более похожа на то, что туда влетел дрон. Там боевая часть 30-50 килограмм, он туда влетел. Почему оно горело? Не потому, что там было мифическое топливо. Потому что Кабмин, вот кто там работал, знает, там все деревянное. Начиная с паркета, мебели, отделки и так далее. Вот оно горело. Пока приехали пожарные, пока они там развернулись до верхних этажей. Вот оно 800 квадратных метров и выгорело. А что там вдруг появилось после этого? Теперь скажите мне, пожалуйста, если боевая часть не разорвалась, а оно горит 800 метров, что происходит вот со взрывчаткой, которая там находится? А если это кусочек Искандера, так где вторая часть? С боевой частью. Тоже непонятно. Нет, боевая часть там. Они же сказали, что она чудом не взорвалась. Даже шарики показывали, которым была начинена вот эта боевая часть. По идее, когда оно горит, должно было как-то себя проявить. Но оно никак себя не проявило. Андрей Алексеевич, если мы,
Понятно, что это очень сложно попытаться сложить, хотя, кстати, к стратегии там, Зеленского, и медиасопровождению Зеленского все, собственно, уже привыкли. Да? Как это выглядит, и уже даже ну, люди мало посвященные уже особо не ведутся на это. Бигус, ну тот, Бигус, который, как это, я агент, Секретный агент. да, имей не западло, в общем, его команда выпускает очень интересное расследование. Значит, о тех чиновниках, которые, собственно, ну, своих детей держат за границей. А публично в этих всех видео, которых тонны, которых куча, говорят, что надо прям с детского сада идти воевать. Конкретно нашли Швайку, замглавы, он там по рекрутингу, да, который говорит, с детского сада надо прям учить воевать. У него, в общем, сын и дочь в Бельгии находятся. Дочь министра соцполитики и теперь единство. Они там укрупнили после истории с Чернышовым. А она вот учится в эстонском университете. Но я не слышал, чтобы Денис, как его там? Денис. Улютин, да? Улютин, да. Он, по-моему, уже не выступал так резко, как, скажем, Швайка. У него, по крайней мере, он молчит. Ну, может, я не слышал его заявления. Ну вот мэр Николаева Сенкевич, он постоянно говорит, что в город нужно возвращать молодежь, а дети с женой в Польше находятся. Ну, в общем... Плохо еще мы воспитываем нашу молодежь. Удивительно несерьезное отношение к браку. Помните, кто это говорит? То есть, понимаете, какая-то такая дурацкая ситуация получается. Почему дурацкая? Она абсолютно логичная для этой власти зеленой. Вот когда-то у нас в армии говорили, в чем разница между командиром и замполитом? Командир говорит, делай как я, а замполит говорит, делай как я сказал. Понимаете, в чем разница? Вот они все сидят и рассказывают о том, как надо проводить мобилизацию, как нужно воспитывать детей с юных лет, да? Но при этом все их семьи находятся за границей. Я не осуждаю их, пожалуйста. Это ваше право защищать свои семьи. Там миллионы украинцев уехали, то есть, ну, это понятно. Никто вас не заставляет рисковать жизнями ваших близких. Это неправильно. Но в этом случае, ребят, вы не имеете морального права заявлять то, что вы заявляете. С моей точки зрения. Так не заявлять тоже, получается, нельзя, понимаете? Ну, как не заявлять? Ну, найдите тогда персонажей в своей власти, которые так не сделали, как сделали вы. Если у Рустема Умерова семья находится в Америке, а он секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, да, то ему как-то вот на тему мобилизации и защиты Родины как-то не надо вот публично выступать. И многим другим малоуважаемым персонажам. Найдите кого-нибудь, кто вот имел бы моральное право так заявить. Так их получается, ну вот так вот, если оком окинуть, а их получается и хрен найдешь, простите за бедность речи. Ну, вот этих людей, которые там, ну вот, нашли такого персонажа, Кулебу, да, например, он тоже с тем выездом оскандалился. А по сути получается, ну, понятно, что итальянская пресса такая вся плохая, а по факту получается, что так и получилось. Он узнал заранее об указе, что бывшим дипломатам нельзя выезжать, выехал, потому что у него суперважная конференция в Корее. Она закончилась, и вот ждем Кулебу назад, говорит, я вернусь, я буду там нашему молодому поколению читать лекцию, там, поколение, силы, там, что такое. Александр, в чем вы меня пытаетесь переубедить? В том, что это власть проходимцев, я знаю. Я об этом говорю с 2019 года, вы тоже. Но в отличие от вас, я за нее не голосовал. Кто вам говорил, что я за нее голосовал? Ну, как-то мне покажется, что вы вот как-то более раньше были к ней лучше настроены. Я понимаю, что у меня там, скажем, я был политически в оппозиции к Зеленскому, потому что я принадлежал к той власти, против которой Зеленский боролся. Да. Но я же не перебежал, я не перекрашивался. Я же их критиковал с самого начала и продолжаю это делать. Вот. Вы меня пытаетесь убедить в том, что это проходимцы и жулики. Да, я об этом знаю, не надо. И поверьте мне, вот те, кто нас смотрит, это тоже знают. Мы ничего нового им не откроем. Это проходимцы. Смотрите, кроме проходимцев и жуликов, это еще и моральные уроды. Почему? Согласен. Особенно на фоне того, что происходит с НАБУ, я с вами согласен. Это уроды. Я даже вот... Так нельзя поступать, как они поступают с людьми.
С НАБУ это отдельная тема, вы скажитесь по этому поводу, конечно. Но я сейчас конкретно по поводу этих всех выездов, да. Слушайте, ну, прошляпили вы. Ну, там, тупые работают в команде Зеленского, там ему помогают как-то, да, ориентироваться, медиа-ответы какие-то давать, что-то где-то. Ну, они, конечно, могут красиво написать, например, как сегодня выпалил Зеленский, какой-то идиотизм, что учительница Путина учила его немецкому языку, а не научила его быть европейцем. Все, конечно, в шоке от этой фразы и его такого посыла. Почему? Потому что, ребята, сотни китайцев знают русский, английский, сотни там еще других национальностей, но их никто не учит быть. И что вообще за возвеличивание европейцев? Ну, как бы вообще как-то не туда он попал. Но, типа, красиво написали, надо сказать. Прошляпили, проворонили вот эту украинку зверски в метро, умертвленную шизофреником, негром. Понимаете, прошляпили. Я прошу И прощения. потом Вот начали, не надо обижать афроамериканцев. и Будьте потом, политкорректны. и потом начали вот это вот, начали там Свириденко, Ермак. Ермак говорит, это Путин виноват. Свириденко говорит, ой, там какая, ну уже поздно. А отца не выпустили за границу, потому что ему нет еще там 60 лет. Мол, куда тебе? Нет. Говорит, да тут такое на весь мир. Лидер США пишет 2 поста, ФБР, там, Венс, Маск, все. Маск говорит, муралы будем этой девочке рисовать. Ну, понятно, им это ложится в их повестку, там, да, вот, ну, их внутреннюю политику. Но Украина же могла хотя бы этого папу выпустить, чтобы похоронили дочку. Нет, а выглядят вообще полными моральными уродами на этом фоне. Ну, что вам сказать? Вот моральные уроды. Потому что столько, сколько выехало их людей за границу, тот же Миндич, да, и никаких проблем у него не возникло. Извините, но Дмитрий Кулеба, как бывший министр иностранных дел, скажите, а почему он что, не подлежит мобилизации? Ему 60 лет. Почему у его не задержали? Почему его никто в ТЦК не повез? Как это так? То есть у нас есть люди, которые равны перед законом, а есть, которые равнее, как Оруэлл. Но в данном случае, когда, конечно, отец хотел поехать на похорон, ну как это не пустить? О чем мы говорим? Поэтому слов нет. Эта власть абсолютно аморальна по своей природе. А почему она аморальна? Потому что она все время лжет. Вот если вы помните, одно из лозунгов, с которыми Зеленский шел к власти, говорила «кинец эпохи брехни». Так вот, на мой взгляд, субъективный, при нем как раз эпоха брехни только починалась. И сегодня государственная пропаганда, которую они проводят, это, вы знаете, ну я думаю, что Йозеф Геббельс переворачивается в гробу, слушая то, что они несут с экрана. Вот мы сейчас с вами разбирали этот эпизод удара по Кабмину, да? Ну, слушайте, ну не надо быть специалистами, экспертом по каким-то там вещам. Нужно просто узнать курс физики, посмотреть. Вы же сами показываете и показываете всему миру, что вы лжецы. Натуральные лжецы. Когда вы рассказываете о том, что, значит, там возбудили уголовное дело против набушников, ну, есть же журналисты, которые не боятся вас, которые говорят о том, что это дело сфальсифицировано. Но неужели кто-то серьезно может подумать, что ребята из СБУ сами по личной инициативе сфальсифицировали это дело? Неужели кто-то в здравом уме считает, что вот Бигуса, там целый департамент захисту национальной державности, прослушивал и просматривал, потому что вот личная неприязнь у директора департамента. А его начальство об этом, ну, ни слухом, ни духом. Понимаете? А когда по вагнеровцам они лгали при помощи Марьяны Безуглой, никакой операции не было. Ну, это вообще был анекдот. Это настолько лживые люди, что верить им на слово вообще ни в чем нельзя. И, кстати, очень аморальные. Очень аморальные. Я не верю в то, что человек, который считал Украину актрисой из немецких фильмов для взрослых, готовую принять в любом количестве, что он поменялся внутренне. Нет. Он такой же остался. Он просто актер, он сейчас играет другую роль. Националиста, патриота. Но на самом деле он вот такое гнилое существо. По-другому я его охарактеризовать не могу. Вы смотрите, вышли люди с картонками, там написали, да, все, что они думают о власти, кричали «Зеля черт».
Ну як це вони могли взяти нецензурною лексикою, так от себе матюк? Це що робиться? Да вы посмотрите на Васю Голобородька, которого играл Зеленский. Он же благодаря мату и двинулся в президенты, или нет? Вспомните, как он с этим Лексом Фридманом общался, там через слово был мат. А когда им начали на их же языки отвечать, це от некультурна, невихована публіка, де це вони таке почули? Ну як це тако? Ну и взяли им открыли границы. Ну вот да, валите отсюда. Вализа, Причем Варшава. вы понимаете, какой цирк? Значит, украинские пограничники типа говорят, ой, они там, Железняк написал запрос, а дайте там за 10 дней, сколько увидит. Говорит, а мы не считаем 18-22-летних. А поляки, представляете, посчитали. Нормально, там в одном воеводстве плюс 4000, в другом плюс 4000 за вот эти дни. Говорит, растет, да, говорит, растет количество вот этого молодняка, который переезжает в Польшу. Понимаете, опять же, мы говорим о том, что закон один для всех. Но если люди подлежат мобилизации, неважно, в 25 лет, 26, значит, должны быть общие правила для всех. Либо вы не ограничиваете право выезда для всех, либо ограничиваете для всех. Ну, по-другому быть не должно. А що ми маємо? От це ми дозволили, плюс ці можуть їх, а ці теж хай валять звідси. А все остальные там, они будут нести лямку. Потому что вот у них нет таких возможностей, как договориться с кем-то, кому-то сунуть взятку, либо как-то перейти нелегально границу. Вот отсутствие справедливости, отсутствие общего, знаете, вот мерила для всех граждан, вот это больше всего людей напрягает. Поверьте, вот я же вижу, общаюсь с ними каждый день. Многие готовы воевать, если их призовут, не вопрос. Я вот, например, хожу, людей очень многих вижу. Они говорят, ну, у меня один простой вопрос. Я же, говорит, вижу, вот попадают люди в ТЦК, и кто-то оттуда выходит вдруг неожиданно. Выпускают его, да? А кто-то остается, даже несмотря на то, что у него там какие-то проблемы со здоровьем. О чем это говорит? О том, что, очевидно, какие-то есть способы избежания обязательной воинской службы, которые не предусмотрены законом. И, кстати, с этим никто не борется. Все борются, вот НАБУ борется за СБУ, за СБУ, СБУ борется за НАБУ. Главное, чтобы костюмчик сидел, понимаете? Потому что контрразведка на нуле в стороне, так это же никого не волнует. Убили полковника Воронича в центре Киева, и ничего. Убили казахского оппозиционера, приехало 2 представителя правоохранительных органов Казахстана спокойно в Украину, застрелили, уехали. После этого СБУ начало работать. Убили Парубія, бившого голову Верховної Ради. Ай-яй-яй-яй. Ні, ну це Порошенко повинен був його охороняти. Порошенко, це не ми. Убили Фаріон. Опять мы тут не при делах. Но Стерненко охраняет 2 бугая из СБУ Альфа. Плюс бронированный этот самый. Лоченкова тоже СБУшники охраняют. Сейчас он Ткач пытался записать, значит, видео, кто заходит в квартиру 9А. В этом доме 9А, помните, на Грушевского. Так там СБУшники торчат. А что они там делают? Им больше нечем заниматься. Поэтому много вопросов. Просто, Очень. понимаете, все-таки, я думаю, что эту украинку еще будут долго вспоминать, Зеленского. Ну, как смотрите, сказать, он, смотрите, он даже, скажите, хорошо, украинка, ладно, он там, ему по барабану, оно ж понятно. Но вот убили Парубія, колишній голова Верховної Ради, он по статусу, второй человек в государстве был, по Конституции. Ладно, ты не приехал, ты правильно сделал, я его поддерживаю. Не надо изображать скорбь, потому что ты же с ним был в плохих отношениях. Но ты, как глава государства, должен был выразить сожаление его семье. Вот как ни крути, ну вот ты как президент, не как Зеленский, ты обязан это сделать. Нет, ну подождите, он там взял под контроль расследование, в общем, Я все вот- эти дела, то Ну, есть реагирует это ладно. моментально. Ну, смотрите, ну вот вы поздравляете Си Цзиньпина, там, скажем, с окончанием Второй мировой войны. Вы можете как угодно к нему относиться, там и прочее. Но есть протокол, есть какой-то этикет. Погиб бывший глава Верховного Совета Украины, второй человек государства, действующий народный депутат. Напиши его семье, висловлю щиро, значить, свою, як то кажуть, скорботу, сумую разом з вами
И дай Боже, так сказать, вот, чтобы такого больше не было. Но как-то надо было вот это сделать. Пускай не в каких-то возвышенных вещах, но это обязательно надо. Они даже это не считают нужным делать. А вы говорите о морали. Куда война идет? А вот это интересный вопрос. Оказывается, в российской газете, по-моему, 8 числа сентября была большая программная статья Сергея Караганова. Интересно. Так вот, в этой программной статье Караганов говорит о том, что нужно нам перерастраивать свои логистические цепочки на юг и восток. И делает вывод очень интересный, что 300-летняя попытка России интегрироваться в Европу закончилась. Теперь надо возвращаться, интегрироваться на восток и юг. Я, кстати, задумался над этим интересным вопросом. А что, собственно говоря, Петра Первого привлекало в Европе? Ведь он пытался какие-то, скажем, технологии новые применить, армию пытался создать по европейскому образцу и прочее. Его интересовали современные технологии, его абсолютно не интересовало то общественное устройство, которое было в Европе. И Россия вынуждена была тянуться за Европой, потому что Европа была эпицентром экономического, технологического, промышленного развития. И по-другому вы, ну никак не вы, возьмите ту же Японию, там, после 1867 года они одели европейский костюм, так как Петр Первый в свое время. И начали перенимать вот все то, что там происходило. А вот сейчас Европа перестала быть вот таким локомотивом прогресса. И что делает Россия? Что предлагает Караганов? Мы должны переориентироваться на восток, Китай, прочее. То есть, по большому счету, нам больше, ну что мы можем там взять? Передового, современного. Сегодня производственная база вся в Китае. Он является вот этим вот производственным цехом для мировой экономики и в Индии. Поэтому, плюс еще с Запада вместе с технологиями к нам приходят всякие вредные идеи, с которыми мы всю жизнь боремся. А там вроде бы как никаких таких подрывных идей нет, поэтому будем переориентироваться туда. Так почему я вспомнил об этой статье? Вот Караганов раньше писал о том, как они должны уничтожить Украину и что сделать с украинцами. И что полная победа, и потом вот такие вещи мы должны сделать. Не скрывали. А сейчас он пишет, что очевидно, вот эта задача выполнена не будет. Поэтому нам нужно перестраивать логистические цепочки, вот ориентируясь на восток и юг. И ведь Караганов это не человек, который говорит от себя. Если он от себя говорит, его не печатают в российской газете. Российская газета – это официальный орган российской власти. Вот у них законы, там постановления, как у нас. У нас тоже есть официальные печатные издания. Так вот, официальное печатное издание личное мнение Караганова не могло напечатать. Он выступил с программной статьей, транслируя те идеи, которые сейчас в голове у Путина. И очевидно, он понимает, что решить задачу полного завоевания Украины невозможно. Нужно, как говорится, готовиться к более серьезным вещам, к глобальному столкновению. А глобальное столкновение – это столкновение Китая и Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что ключевым здесь будет Тайвань. Эпицентр вот такого, знаете, вот этой точки бифуркации, она из Украины будет перемещаться вот именно туда. И я так думаю, мое личное мнение, что Си Цзиньпин пытается воспользоваться моментом, когда при власти в США вот находится такой персонаж, как Дональд Трамп. Вряд ли он найдет более подходящее время для решения этой задачи. Кстати, как это не странно кажется, вот я посмотрел интервью с Пугачевой, Гордеева брала у него, и Пугачева сказала такую загадочную фразу. Дождитесь 2027 года. Вот вы меня, говорит, вспомните. 2027 год, запомните это дело. Ну, у Аллы Борисовны, как говорится, интуиция развита. Она что-то чувствует, как минимум. Ну, и, в принципе, вот все котится к тому, что какой-то эпизод мировой истории вот перед нами сейчас будет разыгрываться. Посмотрим, поживем. Друзья, подпишитесь на канал Александра Шелеста.
Андрея Ревы. Поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете в комментариях. Очень коротко в конце, но очень важно, я считаю, чтобы вы прокомментировали по долгу службы, правда, бывшей вашей, ситуацию с растягиванием выплат на 80 месяцев за погибшего бойца, ну или там военнослужащего, давайте так назовем. Значит, 15 миллионов теперь 3 заплатят сразу, а всю остальную сумму, 12 миллионов, будут платить 80 месяцев. ну, 80 месячно, 80 раз. Понятно, что ну, это все выставляют как стабильность системы, поддержки, вот как это будет круто, как это классно. Вообще напоминает, конечно, вот эти детские выплаты, помните, там, да, вот, вроде сумма большая, но ее будут помесячно платить до достижения какого-то возраста. Ну и там получалось 3 копейки, которые, ну это по детским сужу, да, которые нет. Там считали, там 100 с чем-то тысяч в месяц. В общем, как вы относитесь к этому решению? Как, ну, понятно, что денег нет в бюджете. Понятно, что это серьезный финансовый, как бы, кирпич на шее. Ну так почему не проще заканчивать войну, договариваться, двигаться, а вот, ну, растягивать на эти 80 месяцев вот это эхо войны? Ведь это 6,5 лет. Ну, то есть эхо войны, вот это будет тянуться туда. А можно задать вопрос, а что, если сейчас война закончится, то это эхо сразу тоже исчезнет? Ну, не Их не надо, 6, ну, не 6,5 их не лет. надо, их не надо платить? Нет, платить надо Ну, все сразу. равно платить надо. А теперь касательно платить сразу. Значит, вот сейчас россияне нам после встреч в Стамбуле передали сколько тел погибших? Порядка 6 тысяч, Ну, если я не 3, ошибаюсь. потом 1000, еще 1000, да, еще Ну, 1000. порядка 6 тысяч. 6 тысяч тел погибших, наших защитников. По 15 миллионов. Сколько это получается? Это получается 90 миллиардов нужно единоразово заплатить. То есть в этой печальной истории есть еще и материальная сторона дела. 90 миллиардов. Сколько не хватает до конца года на армию? 300 миллиардов. Перед этим не хватало еще 500. Помните, 500 добавили, оказалось еще дырка 300. И сейчас нужно что-то делать вот с этими выплатами. То есть я понимаю, что таких денег просто физически нет. И это вынужденная мера, которой они это делают. Но, опять же, если мы говорим о социальной справедливости, если мы говорим о приоритетах, то, в принципе, эти деньги надо платить независимо от исполнения бюджета. Вот нужно все прикрыть, но семьям погибших выдавать всю помощь сразу. Я понимаю логику, почему они это сделали, но я считаю это аморальным. Опять мы возвращаемся к вопросу об аморальности власти. За погибшего солдата семья должна получить выплату сразу. Вот можете себе не платить зарплату, ребята. И всем вашим чиновникам в Кабмине, в офисе президента и так далее. Миндича подоите, неважно. Он там вам, или там Чернышов вам пытался строить кооператив «Ставок» в Козине, да? По аналогии с кооперативом озера путинским. Так вот, заморозьте это строительство, но деньги семьям погибших выдайте. Это ваш долг. Они погибли за страну. Поэтому я считаю, что это просто возмутительно. Это аморально. То, что они сейчас делают. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Андрей Алексеевич, благодарю за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.